только начинаем свой путь в мире, о котором знаем очень мало. Мы научились понимать, что такое хорошо и что такое плохо, опираясь на очевидное. И нас пугает все, чего мы не знаем или не понимаем, даже если это неплохо. Здравствуйте! Вы смотрите открытый урок Института воспитания «Защитники мира». И сегодня мы поговорим о том, что поможет нам разобраться во всем, что происходит. Мы поговорим о событиях на Украине. Урок проводится Институтом воспитания в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Сейчас все готовы обсуждать новостные сводки из всех источников, давать оценочные суждения, кричать и плакать. Пространство вокруг наполнено эмоциями, но сколько людей, столько и мнений. Очень важно не заблудиться в этих мнениях и найти свое. Для этого нужно понять, что все немного сложнее, чем может показаться. А события сегодняшнего дня берут свое начало задолго до нашего рождения наших мам и пап, дедушек и бабушек. Внимание на экран. Мы говорили на одном языке. У нас одна история и обычаи. Мы называли себя русские люди и были едины. Славянские племена назывались русскими народами до середины прошлого века. Украинниками или украинцами назывались народы, живущие на пограничных землях. Термин применялся к разным областям Руси, например, Псковская, Сибирская Украина. Мы похожи как отражение друг друга. У нас почти одинаковые народные костюмы и жилища, домашняя утварь и кухня. Мы отмечаем одни праздники и читаем одинаковые сказки детям. Мы возделывали одну землю и ели один хлеб. Наши предки влюблялись и образовывали семьи. Мы всегда были частью одной семьи с многовековой историей. Люди, населявшие древнерусское государство, периодически подвергались нападениям кочевых племен. Нас выгоняли с наших земель, но мы возвращались. С распадом древнерусского государства нас разделяли разные границы. Все это оказало огромное влияние на культуру и языки. Но и после этого мы не перестали понимать друг друга, создавая новые вехи истории братских народов. Але одного разу ти скажеш, що ми не знайомі. Разобраться в этой теме нам поможет Денис Плончаков, телеведущий, журналист, член Центрального штаба Народного фронта. Денис, здравствуйте. Привет, София. А как так получилось, что братские народы пришли к этому всему? Украинский кризис начался не вчера. И вообще дело не в Украине. Это как? Смотри, Россия сильная держава, которая обладает огромным количеством стратегических ресурсов. Как думаешь, кому она может быть выгодна или удобна? Ну, тем, кто слабее. Верно. Сильный всегда может помочь слабому. Если существует держава, чьи силы сопоставимы с силами России, то как думаешь, кто она? Ну, наверное, она единственный возможный оппонент. Ну, и далее в зависимости от цели. Вероятная угроза? Ну, и где же тут Украина? Как думаешь? Я не знаю. Вот вообще пока не понимаю. Как можно выиграть бой у ядерной державы? В прямом бою никак. Если только не повернуть мощь этой страны против самих себя. А это позволяет организовать древний как мир принцип «разделяй и властвуй». Это лучший метод контроля любых государств. Необходимо только, первое, расколоть общество и народы, а второе, поссорить и использовать вражду между его частями для развала страны. А раскол — это распад Советского Союза? Молодец. Видишь, как быстро сложился ребус. Это только вершина айсберга, но теперь все стало куда понятнее. Ну, не уверена. Он разве не сам распался? Этот вопрос очень сложный. Этому способствовал ряд как внешних, так и внутренних факторов. Подождите, то есть
все эти события, митинги в Казахстане, Беларуси, это все в контексте «разделяй и властвуй»? Да, это все звенья одной цепи. Развал Советского Союза стал началом уникальных событий, которые изменили мировоззрение многих людей. Эти события были около 30 лет назад, но этого времени достаточно, чтобы прошел целый цикл поколений. И то, что было в новинку предыдущему поколению, то для нынешнего естественно. Подробнее об этом нам расскажет автор учебных пособий, эксперт в области военной истории Петр Александрович Ишков. Петр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. София. Петр Александрович, а расскажите, что случилось с республиками после распада СССР? После распада Советского Союза были переписаны школьные учебники и школьные программы. По мнению авторов этих программ, мы как бы не один народ, а разные. А что, разве так можно написать? Наша история полна множества событий. Например, Голодомор, общенациональная трагедия, объявлялся в украинских учебниках целенаправленной политикой против украинского народа, политикой уничтожения при помощи голода только украинцев, хотя от голода страдали все жители нашей страны. Получается, что они искренне верят в то, что делают? Да, А что еще было неправдивого там написано? например, преступники военного времени и предатели объявлялись героями. Это, например, кто? Например, Степан Бандера, украинский националист, который для достижения своих целей совершал террористические акты и убивал людей. Также Иван Мазепа, украинский гетман, который во время Северной войны предал страну, собственный народ и перешел на сторону шведского короля Карла XII ради корыстных интересов. Но стоит отметить, что он не был поддержан ни украинским казачеством, ни украинским народом. Ну, я вот не понимаю, как можно считать хорошим того, кто творит очевидное зло? Так смываются границы между добром и злом. Люди перестают понимать друг друга. Да, и вот, София, смотри, чтобы уже никогда и не начали понимать друг друга, в этом случае людей лишают возможности говорить. То есть, как, запрещают общаться и разговаривать? Да, именно. Наша общая культура держится на взаимопонимании друг друга. За счет этого сохраняется хоть какая-то общая ментальность, способность сохранить мир. То есть, русскоговорящим украинцам запрещено говорить на русском языке? Да, именно. Например, русский язык запрещен в сфере обслуживания. Это кафе, рестораны, гостиницы. Закон этот был принят еще при прошлом президенте Украины, ну а сейчас он вступил в действие. Даже был подписан закон о полном общем среднем образовании. Верно же? Да, верно. Он запрещает преподавание на русском языке в школах. Исчезают русскоязычные школы, русскоязычные программы. Вообще русский язык изгоняется. Русские слова объявляются наследием прошлого, наследием советской эпохи, объявляются русизмами, последствием русификации и изгоняются из украинского языка. Хотя никого не смущает такое слово, например, как «файна». А что это значит? От английского «fine». Ну, мне сложно поверить, что это вообще все происходит и происходило. А сейчас мы пришли к событиям, которые происходят сегодня? Нет, еще рано. Стоит сказать о митингах, которые прошли в Украине. Это, во-первых, оранжевая революция, которая стала, по сути дела, государственным переворотом. Но это была, по сути дела, репетиция или репетиционный митинг, можно так это назвать. Главные события развернулись в ноябре 2013 года. Это был Майдан или Евромайдан, как его еще называют. Сторонники европейской интеграции, недовольные тем, что правительство Украины отказалось продолжать переговоры с Западом, вышли на центральную площадь в Киеве. Они пытались добиться принятия выгодного для них решения. Чтобы не допустить беспорядков, митингующие были окружены силовиками. Но военным было запрещено применять оружие, вообще использовать какую-либо силу. И тут брат пошел на брата. Митингующие атаковали военных, забрасывали их коктейлями Молотова, таранили автомобилями, били цепями. Умирали молодые люди, которые даже не могли себя защитить. Да, и многие тогда погибли, но их имена никто не запомнил. Молодые ребята получали смертельные ранения, не имея возможности даже защищаться. Но их смерть как бы не считается, а их жизнь не важна. То есть даже неизвестно, были они против идей того времени или нет? Да, это так. Да, страшная трагедия произошла в Одессе. Здесь противники евроинтеграции были блокированы в Доме профсоюзов. Их забросали коктейлями Молотова. Начался страшный пожар. Люди пытались спастись, выпрыгивали
и разбивались. Кто-то сгорел в огне. Погибло более 100 человек. А когда состоялись референдумы, жители Донецка, Луганска, Крыма выбрали сторону России, их просто начали уничтожать. Крым и Севастополь воссоединились с Россией, так как эти земли исторически принадлежали нам. А в Луганске и Донецке все эти 8 лет шла война. И никто из западных доброходов не говорил об этом. Все эти 8 лет люди жили под страхами разрыва мин и бомб. Они просто прятались в подвалах. В то время как мир не признавал и не признает Донецкую и Луганскую республики, гибнут люди. А Запад направляет оружие и финансирует преступников. И сейчас давайте посмотрим сюжет как раз об этом. Ну, началось у нас все с 2014 года, где-то с июня месяца. Мы когда решили отделиться от Украины, вот, и нас начали обстреливать утром и вечером, не прекращалось. Мы с мужем пошли на референдум, и мы пошли и обстреливали наши, мы шли под обстрелами на референдум. Листовки нам разбрасывали в 2014 году, чтобы мы быстренько с этой земли убегали и забирали своих, чтобы землю освободили. Она нам не принадлежит. Народ им не нужен, который живет на нашей земле. Им нужна наша земля и наш уголечек. А народ им совершенно не нужен. Им нужна территория, мы им не нужны. Им нужна просто наша территория. А люди им не нужны. У меня погибла Наташа. Они шли как раз на улице Шахтера в садик и погибли. Ребенку было 4 года, ей 25 лет. Ну, дети, они ни в чем не виноваты, они еще ничего не сделали такого плохого, чтобы жить в таком страшном мире. Я услышала за окном какие-то взрывы и шум, как будто что-то упало или взорвалось. Это, наверное, вот такой самый был сильный взрыв вот в своей жизни. Я испугалась, подбежала к маме, тогда уже рядом с ней был брат мой. Мы пытались дозвониться папе, но связи тогда не было. Украина нас обстреливала, они нас ненавидят. Мне кажется, что даже в свои 7 лет я уже понимала, что это действительно война. Мне было страшно за родителей, за брата маленького. Я видела, как он плакал, я плакала вместе с ним. А что, у нас не такие дети, как у них? Или мы не такие мамы, как они? Когда они нас начали бомбить, убивать детей, женщин, стариков, вот тогда я поняла, и они нас ненавидят. Хотя мы им ничего плохого не сделали, мы не пошли к ним на войну. Они начали все это. На данный момент сейчас, 2022 год, он спрашивает: мама, а что это? А я говорю: сыночек, это нас бомбят, нам надо уезжать. А он мне говорит: а папа? А папа не смог выехать, папа пошел защищать свою родину. Очень страшно, когда знаешь это, что нету этого человека, он не вернется больше никогда. Это очень больно. И как детям объяснить? Я слышала, что начали стрелять. Было страшно, конечно, но я терпела. И я слышу, как что-то залетает в окно. Разбивается стекло на кухне. Когда уже вышла я увидела, что на столе, где сидела я, лежит осколок гранаты. И по всей кухне, по всей квартире вообще стекло. Начали стрелять, еще обещали, что будет и химическая атака, и всякое такое. Мы, как испугались, там как бы обстрелы начались, уже дети пугаются, плачут. А потом, когда начали уже сильно, начало все взрываться, вообще невозможно дома было находиться. Уже за 8 лет более-менее привык. Получается, что ты привык к войне? Да, получается. Мне кажется, они не помнят уже мир, потому что постоянно какие-то слышно взрывы. Они говорят, что это мы на них напали еще. Говорили, что мы сами себя обстреливаем. Когда все это началось, они говорили, что они не используют оружие против мирного населения. Нас бомбили, из чего из запрещенных оружий тогда
ни с кем договариваться, с кассетными бомбами, градами, ураганами. Только начинается бомбить, они уже начинают, у них уже психологически было, и они прятались вот. Это такое, что не забудешь просто так. И это непросто. Информационная война, к сожалению, идет. Почему-то все говорят: помогите Украине, помогите. У нас же дети, у нас же семьи. У нас тоже 8 лет назад были и дети, и семьи. А сейчас действительно в СМИ очень много того, чего на самом деле нет. А кто видел, мы 7 лет страдали, 8 даже. Кто-нибудь увидел, что мы страдали? Никто не увидел, и никто нас не услышал. Никогда. Они, конечно, нас не услышат. Они слышат только то, что они хотят слышать. Надеемся, все закончится, мы уедем домой. Будем жить как прежде. И надеемся, что тихо будет. Нам не нужна война. Мы хотим жить в мире, в согласии. Мы хотим видеться со своими родственниками. Мы хотим мира, мирного неба над головой и мирного будущего нашим детям. Что с той стороны, что с нашим. Просто это нужно услышать. Нас нужно услышать и нас нужно понять. Родители остались дома, защищать свой дом, свою землю, чтобы все-таки дети жили на своей родине, под мирным небом. Так, а что с этими детьми сейчас? Где они? В феврале этого года обстановка на Донбассе обострилась. Ты наверняка слышал в новостях, что возобновились обстрелы со стороны украинских силовиков. В республике объявили всеобщую мобилизацию и начали просить помощи и поддержки России. Первое, что сделали, это эвакуировали мирных жителей на территорию России. Теперь они в безопасности. И это решение, конечно, нам далось нелегко. А почему нелегко? Россия много лет призывала другие страны признать суверенитет и независимость Донецкой и Луганской народных республик. Но 8 лет этого не происходило. И вместо этого велся террор мирного населения этих территорий. Россия пыталась гладить проблему. Были достигнуты Минские соглашения. Европейские страны выступали гарантами этого. Однако соглашения не прекратили войны, а лишь приостановили ее. При этом обстрелы продолжались. Гибли люди. А что было написано в этих соглашениях? Главный пункт – это прекращение огня, прекращение ударов по мирным жителям. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 14 тысяч человек. А что было дальше? Все эти 8 лет различные информагентства обвиняли то Россию, то непризнанные республики в конфликте. А все это время дети продолжали сидеть в бомбоубежищах или гибнуть. В Донецке есть целая аллея ангелов, которая посвящена погибшим детям. Отмечу, что мы никогда не останавливали попытки спасения этих людей без применения специальной силы. Мы не могли игнорировать, и мы должны были их защитить. Признание Донецкой и Луганской народных республик – это вынужденное и единственное возможное в этих условиях решение. 21 февраля президент и Россия признали независимость республик и встали на защиту всех тех, кто не существовал для остального мира. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Луганск и Донецк – это не земля, это люди. Именно сейчас мы пытаемся завершить эту войну, которая вносит и уносит все новые и новые жизни. А при чем здесь НАТО? НАТО целенаправленно расширяет зону своего влияния. Несмотря на все заверения, которые были сделаны еще в 1991 году, США, в Москве, НАТО продвигается на восток. 5 волн расширения НАТО привели альянс к границам нашего государства. Да, если бы такой сценарий произошел и с Украиной, это могло бы означать, что школьники, которые нас сейчас смотрят, возможно, через 2-3 года пошли бы воевать и отражать нападения на нашу страну. А как воспринимать все эти угрозы, которые звучат каждый раз, когда что-то происходит? О каких угрозах ты говоришь? Например, санкции. Ну смотри, сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году. Это признают различные международные финансовые структуры. Но сейчас
стало даже как-то стыдно. Почему я говорю, а на обратной чаше весов чьи-то жизни и мир. И вообще, любые трудности проще преодолевать вместе. И мы справимся. Главное, чтобы никто больше не погибал. И тут у меня вопрос. А спецоперация, это как понимать? Это когда цели ведут к миру. Мы не атакуем жилых домов, мы не бьем по мирным гражданам, мы не уничтожаем социальную инфраструктуру, детские сады, школы, водоканалы, подстанции. Мы принуждаем к миру Украину, не допускаем развития ее военного потенциала, уничтожаем глобальную угрозу, которая может возникнуть для нашей страны, для наших новых союзников в виде Луганской и Донецкой республик. Ну, теперь-то ты понимаешь, что настоящая спецоперация заканчивает события, начатые еще много лет назад. Начатые не нами войны. Да, но мне сложно это понять. Но теперь я хотя бы начинаю видеть логику, хотя и не вижу логики во многом другом. Ну, в чем, например? Я не понимаю, почему, когда весь мир строит взаимоотношения на мире и свободе слова, то почему это применимо только в определенных вопросах? Почему есть люди, которые имеют значение, и люди, чью беду никто не хочет видеть? Почему людей в Донецкой и Луганской областях Европа не воспринимала, и никто не говорил о жестокости и антигуманности? Сколько людей погибло там во время военного конфликта? По некоторым данным, около 14 тысяч мирных жителей. 14 тысяч. Вот. Почему мир не говорил об этом? Почему 14 тысяч жизней будут замечены только в том случае, когда это кому-то выгодно? Получается, что имеет значение не человеческая жизнь и не мир? Да, София, ты права в том, что иногда человеческая трагедия становится поводом для спекуляций чувствами, эмоциями и миром. Мир очень странный. Это, как я раньше не могла понять, почему все кричат, что в Африке нет воды и возят туда бутылки с водой, оказывая гуманитарную помощь, вместо того, чтобы просто провести водопровод. О, ну это ты далеко, конечно, зашла, хотя основной посыл о том, что мир не всегда действует согласно тем законам, о которых говорит, он верен. Давай посмотрим небольшой сюжет об этом, но перед этим попрощаемся с нашим гостем Петром Александровичем. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Всего доброго, Денис. Спасибо, Всего до доброго, свидания. София. До свидания. Индустрия информации уже давно направлена не на правду, а на иллюзию правды. Все эти глянцевые лица, обложки в Инстаграм. Смотрите, я помогаю приюту для животных, а сейчас принес продукты для бабушки. Без включенной камеры телефона никто не кинет монетку в шляпу уличного музыканта. Смотрите, я добродетель. Говорят эти странные взрослые люди. Но как только камера выключается и наступает реальная жизнь, Вся нравственность, человечность, альтруизм и дружелюбие становятся менее значимы. кажется, что демонстрация добрых поступков, правильных мыслей и человеколюбия – это всего лишь акт самопозиционирования, который принято демонстрировать с необходимой периодичностью. Добро кажется разменной монетой, но существует ли оно без свидетелей? Почему мировые лидеры с экранов телевизоров говорят о правах человека, подразумевая эти права для себя, и делают жителей орудием для собственных преступлений? Например, около 80% всех вооруженных конфликтов, произошедших в период с окончания Второй мировой войны и до 2001 года, развязали власти США. Вьетнам, Косово, Афганистан, Ирак и Сирия. Мы с детства знаем, что если ты что-то обещал сделать, то уже нельзя отказаться от своих слов. Но почему же взрослые не соблюдают свои же правила и гарантии? Гарантии мира, соблюдения границ, обещания безопасности и взаимоподдержки. В каждом новостном сообщении выступления этих правителей они не устают кричать о ценности человеческой жизни. Тогда почему смертные казни в некоторых странах остаются все еще законным? Куда в этот момент пропадает их человеколюбие и высокие моральные ценности? В 2019 году было проведено 657 смертельных казней в 20 странах. В этот раз сцена для представления выбрана. Зрители весь мир. И весь этот западный мир, полный гуманности и миролюбия, миролюбиво отправляет оружие и технику в эпицентр событий. Как раз тогда, когда взгляды всего мира прикованы ради образа добродетелей. Если так важно показать себя всему миру другом, выходит, что союзники только разжигают рознь и не спешат помогать. Зато кормят зрелищами свои СМИ. Добро есть,
и его много. Нет ничего плохого в том, чтобы показать свои добрые дела в сети. Но только если ты можешь утвердительно ответить на вопрос. Я это делаю для того, чтобы Заработать очередной лайк? или я делаю действительно хорошее дело. Все это время в моей голове крутятся слова Цезаря: «Разделяй и властвуй». Да, это именно то, что используют западные государства. Если народ нельзя победить, то его нужно расколоть. По одному, без поддержки и натравленными друг на друга, нас одолеть гораздо проще. Вот нас и раскалывают любыми способами. А как мы сейчас можем помочь тем, кто приехал из Донецкой и Луганской республики? Смотри, во многих городах начали работать пункты приема гуманитарной помощи. Информация о пунктах есть в общем доступе, и можно легко найти адреса. Помочь людям можно продуктами, предметами первой необходимости, одеждой. И также можно вступить в волонтерскую организацию и помогать координировать людей на месте. Мне кажется, еще важно сейчас поддерживать друг друга, оставаться на связи с близкими и родными и вести себя как люди. Даже, например, в социальных сетях, где сейчас много разных мнений или недостоверной информации. Нужно критически мыслить и анализировать новости, которые появляются. Про социальные сети ты абсолютно права. Многие распространяют кадры якобы войны в Украине, но на самом деле других военных конфликтов. Кто-то даже берет кадры из компьютерных игр, докладывает звук и выдает за правду. Или, например, фотографии 14-15 годов и публикуют как события сегодняшних дней. А как понять, смотришь ты правдивое видео или ложное? Можно поискать такие же картинки или видео в поисковых системах и посмотреть дату публикации новости. Если так найти не получилось, то присмотритесь внимательно к изображению. Обратите внимание на погоду и одежду. Не могут сейчас девушки быть одеты в легкие платья, как на этом фото, а за ними зеленые деревья в феврале. Кстати, это кадр из фильма 2017 года, который активно выдают за сегодняшние события. С этим понятно. Достаточно отбросить эмоции и повнимательнее приглядеться к фону вокруг. А как быть с кадрами военной техники или обстрелов? Я в этом ничего не понимаю. Смотри, в этом случае лучше всего упираться на заявления официальных СМИ и ждать подтверждения этой информации. Наверняка вы видели эти кадры разрушенного ракетой дома в Киеве. В социальных сетях очень быстро разошлась информация о том, что это была ракета российских войск. Но это не так. Во-первых, мы знаем, что есть установка министра обороны Российской Федерации нашим военным, что цель — это только военные объекты. Мирных жителей не трогают. Украинских военных, которые подписывают соглашение о том, что они не будут больше воевать, отпускают домой. Во-вторых, ракета темного цвета. Ее инверсионный след белый, характерный для выстрела ракет вооруженных сил Украины. Также, если бы ракета была российской, то ее обломки уже давно бы показали все телевизионные каналы. Но этого не произошло. А что еще из последних новостей было неправдой? Во время проведения операции на Змеином острове в Черном море была захвачена украинская погранзастава. По заявлениям иностранных СМИ, 13 человек были убиты в ходе операции. Президент Украины заявил, что эти люди получат звание Героя Украины посмертно. Однако Минобороны России заявила, что на самом деле военные гарнизона добровольно сдались. Их было 82 человека. При этом тех, кто сдался, безопасно вывезли в Севастополь, предоставили им еду, медицинскую помощь, и по желанию военных их должны доставить обратно на родину. Или вот еще пример. В сети появилась информация о том, как российские военные якобы на ходу расстреливают мирных граждан. Оказалось, что в этой новости авторы использовали съемки программы, посвященной событиям весны 1942 года. Это же настоящая информационная война. Именно так. И таких фейков, поверь мне, очень много. И с каждым днем их становится все больше и больше. Ракета, попавшая в детский сад, колонна разрушенных танков, сбитые самолеты. И прежде чем размещать какую-либо информацию в социальных сетях, обязательно необходимо проверить достоверность этих источников. И все, что вы сейчас видите, анализируете,
и критически воспринимайте. Только после этого верьте тому, что пишут те, на кого вы подписаны в социальных сетях. Теперь я понимаю, что недостаточно внимательно относилась к таким новостям. Но сейчас обязательно буду все проверять. Ты молодец. Мы постарались помочь вам разобраться в ситуации, за которой мы наблюдаем сегодня все. Относитесь бережно к истории нашей страны. Оставайтесь внимательны друг к другу. Не дайте себя обмануть. Соблюдайте законы и помните о важности слов и обещаний, которые вы даете. Не забывайте, что вы наследники нашей великой страны и не должны дать ее в обиду. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! До свидания.